Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 октября. Давайте с вами узнаем, что скоро случится или скоро произойдет. И в целом, чего же ждать в эту окончательную, заключительную, точнее, декаду октября месяца, с чем это будет связано. И первая у нас колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты. Каков ключ, да? И мы не задаем вопросов. Это потоковая информация, то, что вам нужно услышать или принять во внимание. Пусть нам карты подскажут, возможно, как ключевое событие, или где вам, в каких сферах жизни доведется принимать важные решения. С чем это будет связано? А возможно, это будет связано с конкретной персоной. Одним словом, давайте будем узнавать. 3 карты, 3 знака судьбы. Чего же ждать, да? От судьбы или от реалий, мои дорогие. Будем реалистами, всегда об этом говорю. Жизнь, конечно, не бывает полностью предсказуема. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала, та, которая в наших руках. Итак, все равно мы же смотрим, да, как альтернативный вариант. Альтернативный вариант – это как раз где-то интеллект, когда мы просчитываем новую ситуацию или предполагаем, что такое может быть как раз полезнее, чем старый прежний опыт. А тем не менее, карта опыта нам выпадает, король Пентаклей, ведь это консерватор великий. Может быть, это вы с кем-то столкнетесь, вот с такой персоной. Иногда это статусные люди, которые, ну, как руководители или представители вот банка, да, работники банка, может быть, какие-то у вас есть вопросы, или в целом вопросы финансов вас могут волновать. Для кого-то из вас эта карта еще обозначает супругов, мои дорогие, дела домашние. Ну, возможно, это то, что нам приходится по части нашего жилья, недвижимости. Тоже в конечном итоге мы можем свести к финансам, да. Но, наверное, в целом все то, что заключает слово благополучие, идет по этой карте. Но тут не совсем с позиции какого-то вдохновения, потому что с вдохновением сложновато. Но зато полный порядок в реалиях у короля Пентаклей. Может быть, карта подсказывает, что это вот вам в таких энергиях нужно быть, чтобы ничего экстраординарного и не случилось, и не произошло. Давайте узнаем, что же там скоро. Что буквально спешит на ваш порог, что идет в вашу жизнь. Или на пороге каких событий вы стоите. Вторая карта неожиданности. Вся наша жизнь – причина и следствие. Может быть, как возможность. Планетарно я такое как раз допускаю, как и в октябре, так и в ноябре. Ну и узнаем, к чему это все идет, или что прояснится, может быть, и так, какая-то тайна откроется. Я такое допускаю. Или, знаете, это даже не есть, что кто-то там умышленно скрывает от вас, намеренно, да? А когда у нас у самих где-то были словно замылены глаза, или мы видели какую-то ситуацию совершенно по-другому. А тут новые обстоятельства дела. Мы узнаем, и нам себя приходится перестраивать, где-то менять не без этого. Ну и мы уже ситуацию или обстоятельства видим как-то иначе. По основным сферам жизни тоже узнаем, чего ждать. Чего ждать? Сферы любви, личной жизни, в целом взаимоотношения. Чего ждать по финансам? И чего ждать сфера ваших достижений? Это и работа, соглашения, контракты важные, встречи, документы, у кого что. Давайте будем узнавать. Первый знак судьбы. Ну вот смотрите, договариваться явно как будто нам придется ключи подбирать. Хотя вообще в других колодах восьмерка жезлов говорит о скорости. Или о том, что мы получаем какую-то информацию или известие, новость. И, конечно, тут у каждого по-своему. Может быть, это информация, которую вы уже получили. И это что-то для вас такое более знаковое, нежели просто новость, да? Новостей бывает в течение дня очень много. И отнюдь не каждая нас цепляет. Или каким-то образом относится к нам лично. Но, видимо, все-таки вот есть какая-то тема, когда вы что-то узнали, открылось, или обстоятельства какие-то поменялись, и вот нам приходится подбирать вот эти самые ключи. Может быть, тот вопрос, который вы пытались уже в предыдущие дни решать, но как-то не получилось, и здесь вы будете
ну, как работать на результат, потому что девушка нам показана очень сосредоточенная. Она как раз желает решить какой-то вопрос. Возможно, эта карта говорит: не теряй времени. То есть мы явно тут что-то не можем поставить как на паузу или сказать: ну, как идет, пусть и идет. Не, сказать мы, конечно, можем, но вот время мы тут явно можем потерять. И есть колоды, где восьмерка жезлов, кстати, обозначает трансформацию. Это не есть что-то глобальное, а это все же младший аркан, поэтому тут эта трансформация или какие-то перемены. Они, может быть, отчасти и зависят от чьих-то решений или от каких-то обстоятельств, но конфигурацию вашего решения, это как бы все в вашей власти, мои дорогие. Поэтому явно тут что-то меняется у вас, мои дорогие водолеи, и ключи вот эти самые подбирать придется. А вот правда, какая-то ситуация застопорилась. Может быть, конкретный вопрос, который вы думали, ну, он решится как-то быстрее. Тут могут быть, знаете, как проволочки какие-то или задержки. Здесь может быть и такой момент. Ведь иногда по этой карте, хоть это и аркан старший, или ситуация обусловлена внешними причинами, ну, или третьими какими-то лицами. А тем не менее, есть такой момент. Ведь вот тот человек, который себя погрузил в этот куб, это он сделал по собственному желанию. И что интересно, он как будто тут фокусы показывает, обратите внимание. А за ним наблюдают. Вот за вами могут наблюдать тоже, кстати. И как будто фокус должен закончиться. Всплывай как будто, иначе может воздуха не хватить. И даже если мы надеемся именно по этой карте, что в какой-то кульминационный момент, если что-то пойдет не так, нам какой-то конкретный человек, ну, видишь же, тут целый зал полный, нам придет на помощь. А вот этот человек, лицо которого выглядит достаточно, ну, не даже неприятно, жестко, он явно не спешит кому-то помогать. Он именно, знаете, как какое-то противостояние. Вот что-то подобное может происходить в вашей жизни или какая-то затянувшаяся пауза, которая в итоге говорит, что нет, тут именно тебе нужно предпринять какие-то действия, и эта ситуация должна разрешиться. Вот интересно, а что это такое у вас? С чем это связано? Вот и ключи надо подбирать, и какой-то застой ликвидировать. Вот интересно, тройка всегда карта будущего. Тройка пентаклей – это как, иногда я говорю, сдача экзамена. Здесь нам буквально показан ремесленник, который изготавливает новые двери. То есть тот человек, который делает что-то своими руками. Может быть, это связано с вашей занятостью, трудом или какая-то ситуация по работе. Может быть, и был какой-то застой, допустим, если у вас свое личное дело, какое-то творчество. Может быть, по независящим причинам, ну, что-то стало на паузу. Может быть, и вы где-то, знаете, как, ну, какой-то был такой эмоциональный порыв, когда либо вы, либо человек как ушел и хлопнув дверью. Ну, или как-то расстались, как будто один другому демонстрирует и в то же время наблюдает, да. Вот какую-то ситуацию вам нужно как или переломить, или перепрыгнуть, или нейтрализовать, потому что все-таки в будущее нас целиком и полностью направляет карта. И эта карта, когда мы отчасти даже учимся, мы что-то создаем, креативим. И это точно не застой, но это и не с места в карьер, как я говорю иногда. То есть это не совсем про скорость, про вдумчивость. Вдумчивые действия, вдумчивые решения, может быть, и изучение, внимание к деталям. Но почему по этой карте очень хорошо что-то буквально изучать, осваивать новые виды деятельности, новые виды творчества или, в принципе, изучать, например, новые технологии, цифровые технологии. Вот как будто, что бы мы тут ни изучали, а у кого-то буквально, может быть, нужно получить сертификат, свидетельство. Вот все то, что мы наработаем, в последующем откликнется каким-то материальным эквивалентом. Вот какая-то такая тема. Может быть, это вы, мои дорогие водолеи, прежнее место работы, вот там уже какой-то застой. То есть мы не знаем наверняка, но у нас есть жезлы, а это дела, работы, бизнеса, откуда к нам приходят деньги. И сами по себе пентакли, да. Да, нам говорят, пока еще не так много этих самых пентаклей, поэтому кто-то может пытаться решить проблему финансовую, и вы ищете способы. Способы, где можно заработать или, может быть, необходимо что-то изучить для того, чтобы быть более востребованным,
на рынке труда или выйти из какого-то зависшего словно состояния. Может быть, по каким-то причинам первая сфера деятельности, возможно, у вас есть дипломы и не один, или вы уже в каком-то деле профессионал, но в силу сложившихся обстоятельств, особенностей каких-то, вы не можете сейчас этим заниматься в полной мере, вам это не будет приносить какой-то доход. То есть, может быть, по деньгам именно зависшая история или недостаток вас вынуждает как раз рассматривать новые варианты. И тогда полный вперед, мои дорогие. Главное, понимаете, как-то целенаправленно и в то же время очень разумно действовать. Но явно тут не на эмоциях. Ну и сказать, что вот мы так нырнули и ждем там, да? Да нет, говорят, давай всплывай. Давайте посмотрим третий знак судьбы, да? Тут себе, знаете, подушку безопасности определенно нужно продумать. И вы знаете, тут ведь даже может быть такая ситуация, к примеру, по работе. Меняется руководитель. Новая метла по-новому метет. Почему так говорю? Очень часто башня– это ведь структура или какая-то система. И понятно, что почему она разрушается от попадания молнии. А где-то была трещина, то есть уже целостность была нарушена. И, может быть, она стояла очень долго, и нам казалось, да, ничего не произойдет. Но нет, вот, видимо, как по принципу, где тонко, там рвется. И все же нарушается какой-то порядок. Вот у кого-то из вас, два старших аркана, внешняя обстановка вас вынуждает и продумывать, и просчитывать, еще и действовать, и как будто изучать что-то. Может быть, вследствие того, что именно внешняя обстановка для вас создала не просто предпосылки, а именно какие-то обстоятельства. Обстоятельства мы не можем переломить, они от нас не зависят. Но, тем не менее, они на нас оказывают действие, и нам нужно что-то переиграть. Как будто взять эти козыри жизни в свои руки. Но как это сделать? Ну, понятно, тут надо и где-то ее изучить. И есть момент, когда и подумать, переосмыслить. Ну, вы по части интеллекта сильные, мои дорогие водолеи, поэтому у вас все получится. А для кого-то ведь наоборот. Может быть, такая ситуация, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот, кстати, я такое тоже могу допустить. К примеру, вот почему я про башню, да, и про руководителя. Предыдущий руководитель уходит, и, может быть, разные слухи какие-то ползут, да, вот на работе. Вот бывает такое. Но тогда тут точно аркан повешенный, когда мы этот вопрос ни с кем не обсуждаем вообще. И тогда это вам будет каким-то образом помогать. И вполне вероятно приход нового руководства или смена какого-то графика, каких-то приказов для вас, мои дорогие, будут означать словно новые двери, которые вы отчасти создаете сами, выстроив правильные диалоги, понимаете, от того, как вы подберете ключи. Но если кто-то может по этой ситуации расстраиваться, или у кого-то там, знаете, как накатанная колея была, и человек будет очень переживать, а вам, в принципе, тут особо терять-то нечего, вот я так смотрю. Наоборот, вы из этой ситуации можете получить какие-то бонусы. Это вы как будто имеете ключи на выбор и можете действовать в соответствии с тем, что, ну, как себя реализовать даже. Вот я вижу так. Ладно, что скоро случится или произойдет? Что там спешит на ваш порог? Деньги спешат. Может быть, решение, как раз вот мы с вами говорили, по части денег, или откуда они к вам приходят, или новый вариант заработка, или новая возможность. У кого-то пусть не с руководителем, мои дорогие, это связано, а с конкретным лицом. Почему? Может быть, вы уже так себе даже и раньше, ну, пусть не для всех, но для кого-то могла сложиться такая ситуация. Вам была интересна какая-то должность, но она была занята. А тут в силу каких-то причин непредвиденных для другого человека он вынужден уйти, уволиться. И вроде бы, да, тут обсуждения ходят, что, почему. Но самое главное, для вас эта вакансия как будто предназначена. И тогда у вас дела пойдут в части финансов в гору. Вот, ну, наверное, тут как будто вы ищете варианты заработка, и, ну, у каждого тут будет что-то свое, но именно вам помогает какая-то минусовая ситуация либо для кого-то, либо те обстоятельства, которые меняются вокруг вас. Они-то для вас ведут к финансовому успеху и к каким-то новым возможностям. Или буквально, может быть, я скажу и так, какие-то, может быть, деньги,
И, возможно, эта сумма крупная, которая вам причиталась, была вами заработана именно, но не было возможности получить. Сбой каких-то систем взаиморасчета или какие-то там еще препоны, зависшая ситуация именно по финансам, то теперь система как будто какая-то меняется. И то, что раньше, прежде сковывало, ведь прообраз тюрьма, то есть это какая-то или какой-то период ограничения, или какая-то была невозможность. Теперь вот это рушится, и вы как раз этому сможете получить. Вот у кого-то, если правда заработанные деньги где-то там подзастряли, здесь есть возможность их, наконец, получить. Давайте будем в неожиданностях смотреть. Ну вот смотрите, у вас как будто ресурсность, она идет вот так вот по нарастающей, да? Иногда ведь восьмерка жезлов мы набираем темп. Правда, девятка пентаклей мы набираем темп, можно, по крайней мере, в изучении, в работе, в заработках. То есть в этом плане да. Но в неожиданностях вам выпадает карта вора. И это не обязательно уже буквально вор. И, кстати, это значение ни в одной колоде на семерку мечей не прописано. Но подтекст такой есть, а сарафанное радио всегда говорит о том, что ты тут будь внимателен. Вот точно мы чего-то прошлябить не можем. Здесь, значит, мы можем столкнуться как с людьми. Вот как на этой карте, обратите внимание. Нам показана девушка, и мы, кстати, как будто в роли этой девушки можем находиться. Она явно куда-то шла с молодым человеком. Вот они остановились. И она такая вот уверенная, расслабленная, голову положила своему спутнику на плечо, глазки закрыла. Она ничего не видит. Вот понимаете, ну нельзя быть слепым. Ну, в каком плане? Что мы как будто на что-то закрываем глаза. Потому что что-то будет важное происходить, как неожиданность. И значит, может, вы узнаете, услышите информацию. Нельзя от нее отмахнуться. Нужно что-то додумать. Так вот, пока она тут где-то расслабленном таком уверенном состоянии, молодой человек уже тут, вот посмотрите, на какую-то красотку заглядывается, и она ему тут тоже какие-то посылает взгляды такие особенные, привлекает специально к себе внимание. То есть как будто оно есть, а мы это не видим. Понимаете? Это в неожиданностях. То есть явно тут такая неожиданность, которая не совсем неожиданность. Тут может быть не совсем обман. А это то, что мы прошляпили. Вот вам, видимо, нужно предельно быть внимательным в эту декаду. Не пропустите чего-то знакового. Ну и особенно, понятно, будьте внимательны, когда вы, может быть, в толпе. Может быть, будьте внимательны к своим сумочкам, портмоне, к паролям аккаунтов. Одним словом, берегите себя. К чему все идет? Победа. Ну вот бдить придется, хочется сказать. Но ведь и правда. То, что для кого-то минус, совсем не означает, что это будет так для вас. Возможно, придется некое молчание хранить, да, то есть если кто-то выводит вас на разговор или специально как хочет узнать ваши отношения к кому-либо или к чему-либо, лучше занять нейтралитет. Вот явно вам каким-то образом это поможет. Но то, что у вас есть какой-то, знаете, момент решить очень такой важный лично для вас, мои дорогие, вопрос, который будет ознаменовывать и благополучие, и вашу прочную позицию, какую-то победу, условно говоря. И причем эту победу вам придется контролировать, мало достичь какой-то как вершины. Нам нужно потом это еще научиться сохранять. Иначе, как только опять же ослабим хватку или просто внимание бдительное, сохранять это не значит, что мы всем тут все доказываем. Это просто мы все контролируем, мои дорогие. Может быть, это и не жесткий контроль, но, тем не менее, у вас какие-то возможности идут. Какая-то ситуация для вас может перевернуться вот в эту декаду, ну, как на 180 градусов. Поэтому, правда, тут неожиданности возможны. И от того, как вы взаимодействуете с тем, что вы видите, слышите, или какая обстановка вокруг вас, от этого зависит и благополучие, и денежная ситуация, и еще и какая-то победа, то есть решение того или иного вопроса. Чего ждать в личной жизни? Какие-то неожиданности. Неожиданные люди могут, кстати, какая-то встреча может быть. Нам отнюдь не про любовь, хотя я могу допустить, у кого-то знакомство может состояться, но тоже не совсем про любовь. Тогда, ну, вот эти контакты, они могут начаться как определенный взаимный интерес в решении какого-то вопроса. Ну, кто знает, может быть, это только начало, правда? Сам по себе вот такой быстрый, страстный рыцарь жезлов.
Может быть и страстная любовь. Вот, кстати, ну тогда не замечтаться, четко нам говорит карта. Не строй пока каких-то грандиозных планов, потому что страсть, да, проходит по этой карте, но пока мы не говорим о длительной дистанции, о надежных отношениях. Но, в принципе, на личную жизнь, для решения, вот, например, вопросы дома, да, или если стоит на кону переезд или какая-то поездка, она вот как раз и может у вас совпадать, и появляются какие-то варианты. Раньше вы не могли куда-то поехать, а тут они как раз появятся. И причем может появиться внезапно, неожиданно какой-то альтернативный такой метод, и вам, возможно, придется именно для вашего интереса оставить какую-то рутину и быстро собраться, и, может быть, и поехать в какую-то организацию, инстанцию. Ну, вот что-то подобное иногда и проигрывается по рыцарю жезлов. То есть будь готов к неожиданностям, но не теряй контроля, не теряй внимания. Хотя, повторюсь, для тех, кто один или одна, случайная такая неожиданная встреча, вы меньше всего можете, ну, отправляясь даже, если мы говорим, решать те или иные вопросы, совсем не собираемся знакомиться, да, мы чаще всего держим у себя в голове какую-то нашу тему, чтобы, или вопрос, чтобы наконец-таки решить. Но вот тут какие-то сюрпризы судьбы, я не исключаю, мои дорогие. Или какая-то весточка, допустим, от вашего, может быть, и родственника, может быть, и друга, или какого-то контактного лица, назовем так в целом, который издалека. Может быть, это вы засобираетесь куда-то в далекую поездку, это вам лично для чего-то нужно, или какой-то человек к вам. То есть тут может быть как движение само по себе, две карты, которые и про скорость, и про движение, и одновременно еще и про новости или какие-то вести. Ладно, чего ждать в сфере финансов? Ну вот правда, тут главное не прошляпить, понимаете? У вас что-то тут по финансам интересное намечается. Либо это работа через новую должность, или какие-то новые возможности, у кого что. В целом, карта радости, карта, когда у нас действительно есть какой-то повод себя поблагодарить. Но другой разговор. Деньги есть, я бы даже сказала, деньги будут, но тут нельзя их как будто даже потратить, я бы так трактовала, потому что неожиданности, и тут как раз внизу у нас вроде бы полный порядок, можем радоваться, даже расслабляться. А вот вверху семерка мечей, я бы не сказала, что тут можно расслабиться. Тут наоборот нужно держать руку на пульсе и все контролировать. Правда? Две, по сути дела, карты, которые говорят о контроле. Причем, знаете, такой очень внимательный, прицельный контроль, о котором не знает никто. А вы, словно серый кардинал, все подмечаете, все анализируете, ничто не ускользает от вашего внимания, по крайней мере, на работу и на деньги, мои дорогие. Вы можете с разного рода людьми сталкиваться, все-таки есть такой момент. Может быть, люди новые входят, кстати, да, в жизнь, тем или иным путем. И вы пока не знаете, особенно в отношении новых людей, что от них ожидать. Поэтому сохраняйте сами себя и то, что вы имеете. Вот, правда, так еще раз хочется добавить. В сфере ваших достижений чего ждать? Ну вот, наверное, может быть явно какой-то выбор, но с другой стороны будут какие-то радостные вести. Что-то вам понравится. И карта говорит о том, что выбор нужно как-то тоже рационально делать. Ведь иногда эта карта семерка чаш иллюзорного успеха или каких-то иллюзий. Иногда это бывает потому, что мы, знаете, как вот победа вверху, да? Мы чем-то воодушевлены, ослабляем контроль или где-то нам хочется расслабиться. Может быть, для вас, мои дорогие водолеи, предыдущий период был очень тяжелый, много работать. Вот, кстати, я могу такое допустить, потому что вот все знаки судьбы, они говорят, ну, не просто как-то, совсем не просто. Сейчас вот как смена энергетики, да, вот на этот период. Вот как раз тут вы что-то выруливаете на обгон. И, может быть, вот это воодушевление, это позитивный момент, но иногда, и это где-то самоуверенность, прекрасное качество, но вот незадача. Иногда самоуверенность начинает граничить с самонадеянностью, и мы уже не замечаем, когда это становится опасным. Вот есть какой-то такой, знаете, вибрирующий, тонкий нюанс, который точно вот в складках
между светом и тенью. Вот то, что незаметно поначалу, да, как вот эта вот карта на позиции неожиданности, а вам нужно все подмечать. Есть, безусловно, повод быть оптимистом, есть повод для радости, но и как минимум 2 повода все контролировать и беречь себя. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, а я благодарю за вашу помощь. Я благодарю за ваши волшебные комментарии, искренне. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.